Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с ситуацией, что происходит в Армении и Азербайджане. Но теперь ситуация, что происходит конкретно в городе Гюмри. Последняя информация. Вчера армяне попытались окружить военную базу в Гюмри. И вот что здесь пишут. Так, азербайджанское издательство. Представители Национально-демократического полюса Армении провели в Гюмри акции под названием «Блокада» ради выхода из блокады, пытаясь заблокировать вторую российскую военную базу. Они потребовали от российских миротворцев выполнить взятые на себя трехсторонние соглашения и обязанности открыть Лачинский коридор. Ну да, армянам выхода нет, видите, они приходится блокировать российскую базу, чтобы после этого они помогли разблокировать дорогу Ханкинди-Лачин. Так, и вот что здесь пишут. В своих плакатах, обращениях они называют Россию враждебной страной и отмечали, что Армения должна выйти из АДКБ, перестать быть безнадежно пророссийской, потому что их союзник не выполняет свои обязательства. Мы имеем право закрыть вход на базу, заявляют армяне. Мы имеем право потребовать, чтобы русские, наконец, хотя бы через 200 лет вспомнили о своих так называемых союзнических обязательствах. Обязанностей. Это сказки, когда говорят, что путь преградили турки, а русские тут ни при чем. Пусть те, кто так говорит, рассказывают эти сказки своим бабушкам и дедушкам в своих домах. Дорога была закрыта русскими, дорогу перекрыли так называемые российские миротворцы. О, даже армяне и то говорят, что русские во всем виноваты, они своими БТРами переградили путь. Сказал член совета этого полюса Ваге Гаспарян. Попытка национально-демократического полюса окружить военную базу вызвала довольно резкую реакцию со стороны оппозиционеров. Правозащитник из Гюмри Погосян, говоря об этой акции, написал: по их действиям и риторике могу констатировать следующее. Ни единого слова, ни единой критики предательских действий капитулянта. Бездействие МИД Армении никак не подверглось критике. Они пытаются свалить всю ситуацию на Россию. Наблюдая за их организованными действиями, видя их желание во что бы ни стало добраться до дверей воинской части и спровоцировать их, с их молчаливого согласия представителей власти, можно смело констатировать, что имеет дело место серьезная провокация с ведома Пашиняна. Поэтому, если полиции не удастся предотвратить столкновение, то ответственность вся и последствия будет нести сам Пашинян. В общем, армяне заявляют, что все это организовал Пашинян, типа эти митинги, протесты, и как бы получается, что Пашиняну надоела эта российская база в Гюмри, и вот эти самые агрессивные армяне пошли и заблокировали этих российских военных, чтобы потом, может быть, вообще их оттуда уберут. Ну, может, хотели конфликт спровоцировать, чтобы российские вышли, начали там драться, толкаться, ну и к этому идет, в общем. Так что армяне поняли, что ситуация такая, что все-таки дорогу заблокировали не азербайджанцы, они стоят там рядом и не мешают проезду, а сами российские миротворцы на своих этих БТРах все это перекрыли, и теперь карабахские армяне оказались, как бы, извиняюсь выражение, в западне, мышеловке. В общем, вот такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.